Здравствуйте! Сегодня я расскажу еще о двух новинках, которые начинает производить наша компания. Это устройство управления насосами Turbium-1 и Turbium-2. Внешне эти устройства очень похожи друг на друга, но они немножко отличаются по функциональным своим возможностям. Устройство Turbium-1 служит для управления насосами мощностью до 1,5 кВт и имеет нижний порог включения, заданный по заводам-производителям на уровне 1,5 атмосфер, при котором насос включается. А выключается это устройство по потоку. Как только вода прекращает течь через устройство Turbium-1, включается 12-секундная задержка и насос отключается. Чтобы насос включился, должна произойти либо утечка, которая понизит давление до 1,5 атмосфер, и в этом случае насос включится, либо же поток через устройство должен превысить 2 литра в минуту. Данное устройство идеально подходит для поверхностных насосов, самовсасывающих с напором до 60 метров, либо для погружных насосов, напор которых от зеркала воды не превышает 6 атмосфер. Если же напор насоса превышает 6 атмосфер от зеркала воды, то данное устройство не подходит. Нужно использовать двухпороговое устройство Turbium-2, потому что у него уже есть не только один порог нижний, при котором насос включается, а также присутствует верхний порог. То бишь включается устройство при давлении, например, 1,5 атмосферы, а выключается при давлении 3. Эти два порога заданы заводом-производителем и нерегулируемые ни в том, ни в другом устройстве. Пороги не регулируются. Устройство Turbium-2 имеет несколько вариантов исполнения. Первый вариант – давление включения 1,5 атмосферы, выключение 3. Второй вариант – давление включения 2 атмосферы, выключение 3,5. Третий вариант – давление включения 2,5 атмосферы, выключение 4. И четвертый вариант – давление включения 3 атмосферы, выключение 4,5. Все эти пороги нерегулируемые. Также оба эти устройства защищают насос от возникновения сухого хода. То есть как только в скважине или в колодце заканчивается вода, через 12 секунд устройство выключится. И Turbium-1, и Turbium-2. Далее включается задержка. Первый раз это устройство включится через 1 минуту и попытается запустить насос. Второй раз через 5 минут. Потом через 20 минут. Потом через час. Потом через 12 часов. И через 24 часа устройство встанет в аварию. Чтобы перезапустить устройство в любой момент, достаточно выдернуть розетку из сети и опять воткнуть. И оно вернется в свой рабочий режим. Сейчас я продемонстрирую вам работу обоих устройств. Начнем мы с Turbium-1. Включаем насос в розетку и устройство тут же запускаем. Включает красный светодиод. Он показывает, что насос работает. Как только мы закрываем кран, включается задержка. Она порядка 30 секунд. Через 30 секунд насос автоматически отключится по потоку. Вот, насос отключился. Дальше, как только мы откроем кран, то Turbium-1 работает следующим образом. Оно включится либо если давление опустится до 1,5 атмосфер, либо если поток превысит 2 литра в минуту, но давление не опустилось до 1,5 атмосфер, оно также включится автоматически. То есть либо по потоку, либо по давлению, смотря что наступит раньше. Оно идеально подходит для систем, если где-то у кого-то есть протечки небольшие, то устройство Turbium-1 будет автоматически запускаться на несколько секунд при падении давления. У датчика Turbi в этом смысле есть недостаток, потому что если давление в системе начнет падать, то гидроаккумулятор опорожнится, и он не сможет запустить уже датчик Turbi в автоматическом режиме, придется в ручном перезапускать его. Вот в этом смысле Turbium-1 имеет преимущество перед Turbi.
и идеально подходит именно для поверхностных насосов. Я еще раз хочу это подчеркнуть. А устройство Turbium 2 уже можно использовать с любыми насосами, так как оно имеет верхний порог и нижний порог включения и выключения. И оно идеально подходит как для поверхностных, так и для погружных насосов, и в том числе для вибрационных. Значит, дальше я сымитирую сухой ход. Открываем кран. Устройство запускает насос. И имитируем сухой ход. Сейчас мы сымитировали сухой ход. Открываем на всасывающей магистрали трубу с воздухом и имитируем сухой ход. Дальше включается задержка, поток через турбину прекращается, устройство отключает насос, тем самым защищая его от сгорания. Дальше я продемонстрирую, как работает устройство Turbium 2. Здесь у нас уже два порога. Нижний порог и верхний порог. Причем отличие от Turbium 1 заключается в том, что устройство включится только при достижении минимального порога давления, заданного датчиком давления, установленным внутри Turbium 2. Отключится он по верхнему порогу давления. Здесь установлен датчик именно в этом приборе 1,5 атмосферы давления включения и 3 атмосферы давления отключения. Запускаем насос. Мигает красный светодиод, сигнализируя о работающем насосе. Перекрываем воду. Итак, насос набрал 3 атмосферы и отключился. Дальше мы тихонечко приоткрываем кран, начинаем стравливать давление. И как только оно упадет до 1,5 атмосфер, он автоматически его запустит. Опять насос набрал 3 атмосферы и выключился. В данном случае у нас стоит небольшой гидроаккумулятор 5-литровый для демонстрации этих устройств. И он достаточно быстро набирает давление, и также оно достаточно быстро падает. Если гидроаккумулятор будет больше емкости, это будет процесс происходить дольше. Дальше мы имитируем сухой ход. Открываем кран на всасывающей магистрали. Стравливаем давление. Давление упало. Опять идет имитация сухого хода. Включается задержка. И через несколько секунд насос отключит. И через несколько секунд Turbium 2 отключит насос по сухому ходу. После того, как насос отключится, пройдет несколько минут и начнутся пробные запуски. Вот сейчас надо подождать какое-то время, и насос автоматически начнет запускаться. Мы перекрываем кран, создавая ситуацию, что вода появилась, и насос может совершенно спокойно работать. Сейчас через 2-3 минуты уже должен сработать первый пробный пуск. Надо просто дождаться, надо запастись терпением и дождаться его включения. Вот. Прошло 5 минут.
произошел первый пробный пуск. В системе появилась вода, и устройство начинает работать в обычном штатном режиме. Мы закрываем кран, или, допустим, он был закрыт. Он набирает свои 3 атмосферы и отключается. Итак, подводим итоги. Турби-М1 имеет нижний порог включения и выключает насос по потоку, при прекращении потока. Включается, опять же, либо по потоку, либо при достижении давления 1,5 атмосферы. Турби-М2. Устройство предназначено для управления насосами до 1,5 кВт. Имеет уже 2 нерегулируемых порога, заданных производителем. Выпускается в 4 версиях. Также имеет защиту по сухому ходу и Турби-М1, и Турби-М2. Оба эти устройства разработаны и производятся нашей компанией.